добрым утром, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы втроем. Биг Энтони с нами. Всем привет. Товарищ генерал и Павел. Едем в режиме импровизации примерно куда-то в центральную часть области. Будем пытаться найти там какие-то поля. Что-то не хочется ни в какой лес лезть. В дебри, в глушь, сильно глубоко копать тоже неохота. Охота так погулять по полянке, по пашенке, по такой хорошей, чтобы она такая мягенькая была. Вообще копалась легко. Только так втыкаешь ножкой, оп, отодвинул, а там монетка, какая-нибудь талер или что-нибудь такое. Все мы хотим этого, друзья, все мы за этим охотимся и питаем надежды на хорошие находки. Но как оно будет, покажет только практика и время. Поэтому не переключайтесь, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Всегда интересно почитать, что там, как у вас там делишки. Так что все, друзья, вот этот вот стаканчик кофе поднимаю за ваше здоровье. Поехали. Куда поехал? Вообще мотает, как я не знаю. Ух ты, блин. Друзья, вот едем, а за дорогой каких только вопросов не обсуждается. И вот что я говорю комрадам. Говорю, ребят, а ведь придет то время, когда появятся такие очки. Это, кстати, заброс удочки инвесторам, друзья. Если кто-то хочет поддержать проект, можем совместно начать разрабатывать. Появятся такие очки, то есть ты в них смотришь на поле, и у тебя такие цинь, лазят, ну как бы всплывают маркеры такие, пометки, что там лежит на поле. То есть дзынь, колечко золотое, дзынь, фибула серебряная, дзынь, дзынь, горшок какой-то с монетами. То есть я думаю, дойдет до такого. Но очки тоже, они по стоимости будут отличаться, скорее всего. Те, которые более подешевле, они охватывают небольшую площадь. То есть, ну, метров 20 квадратных перед собой ты видишь. А дорогие уже очки, ты смотришь далеко. И там все поле примерно гектарами покрывает, короче. Как вы думаете, это реально вообще или нет? Перчатки кто-кто. Вот они, собрались. Хлопцы. Что тут, Антон, было? Ресторан, да, или что ты говоришь? Да, ресторан, гостиница, платформа, станция была, отстойник железнодорожный. Короче, движняк. Будем посмотреть, как говорится. Посмотрим, ну. А вы что скажете, товарищ генерал? Что мы все будем в таких перчатках. Вау, круто. Спасибо. Поле здесь засеяно, но оно нас и не особо интересует. Сейчас вот пока пробиваем канавы, которые идут здесь, и вот пойдем, генерал уже пошел туда. Там постройки были, и у меня уже не первый, наверное, третий сигнал. И что-то интересное, посмотрите. Какая-то бирка или жетон алюминиевая, похоже. Есть надпись. Сейчас посмотрим. Интересно. Почистим давайте ее. Вот такая первая находка интересная. Барсун пиплин. Алюминий. Но я думаю, щевелка сделает с ней чудеса, друзья. Вот тут вот сигнал был. Причем кто-то вот прям рядом не так давно выкапывал что-то. А этот сигнал пропустил. Антон там тоже 2 пфенига поднял прусских. Гуляем. Как всегда, ветер дует. И вот пуговица с маломальским узором. Маленькая такая. Попалась. Ушко на месте. Забираем и ползем дальше. У Антона вон находка курительная. Попал сигнал, там вылезло.
курительные дела, да, чуть-чуть со сколом. Ну ничего. К генералу подошел. А у него такая старая пряжечка. И 50-пфенинговик. Держите. Продолжаю двигаться по канаве. По ее откосам идти неудобно, но сигналы есть. И что-то попалось. Пуговица. Сейчас почищу ее. Орел там какой-то виднеется. С отверстием, вся на лейбах. Иду дальше по склону канавы. Сигналы стали реже. Но, смотрите, очень хороший сигнал был. И видите, оттиск. Как думаете, что это было, ребят? А было это вот что. Посмотрите. Это запонки. Запонка, точнее. И очень похоже на серебро. Очень похоже на серебро. Вот они. Сейчас я ее почищу и поглядим. Жалко, что одна. Совершенно точно серебряный артефакт с приятным узором. О том, что это серебро, нам свидетельствует 800-я проба. Вот она как раз. Сейчас на ваших экранах уникальные кадры. Вы можете видеть, как нерестится голавль в придорожной канаве. Удивительно то, что речка достаточно далеко. И чтобы ему подняться сюда, потребовалось проделать немалый путь. Через поляризационные очки даже в тени видно, как рыба гуляет. На глубине по щиколотку. И особи довольно-таки немалого размера, надо заметить. И вот такая канавка. Интересно. По-моему, это голавль, если я не ошибаюсь. Генерал, он на помойку наткнулся. Вот бутылку под стакан вытащил. Что-то лабиау это у нас Полеск ныне. Какая-то пивная бутылка была. Брауерей. Флаши что-то. Пока питье все, но там вон какая-то емкость, по-моему. Может, что-нибудь будет. Она что, эмалированная, не пойму, что ли? Да? Угу. Кастрюля. Земля. Земля в иллюминаторе. Как ты говорил, вот это вот посередине идет. Ну да, каемочка. Кастрюля такая. Задрожала моя. Вот она. Сеуля. С землей.
Сейчас там посуда блюдгерит. Хрусь. Пустой. Подымайте, там бутылка будет сейчас под ней, я чувствую. Лопатой тут кисточкой надо работать. Был хороший сигналец. И пуговица, друзья. С короной, как вы любите. Носили ее ребята из обслуживающего персонала. Господ. Большая пуговка. Ползем дальше. Звонили ребята, говорят, блин, генерал бутылку с вином откопал. И вроде уже сидят даже и пробуют. Сейчас скоро пойду проверять. Но у меня монета пока, друзья. Вот. Один феник. Двигаясь по канаве, мое внимание привлек вот этот предмет. Похоже, что он природного происхождения. Что-то стекловидное. Внутри глянцевое. Покрытое коркой. Не могу понять, что это за порода. Если кто-нибудь когда-нибудь сталкивался, пишите ваши версии в комментарии. Если ополоснуть, то внутренняя часть отдает блеск. Вот там вот была гостиница, отель. Здесь вот генерал копал помойку. Ну, из целого, короче, вон уксусница, там шмуксусница. И вот эта бутылка, ребят. Фу, кислятиной такой. Фу, броженой пахнет. Вообще жесть. Не, пить я не буду. Тару разбитую. Давайте нальем. Пахнет, знаете, как будто яблочное или грушевое какое-то вот домашнее вино. Такой красновато-коричневатый цвет имеет. Фу. А запах какой. Ужас. Вот так вот хожу, прозваниваю откосики в одну сторону, в другую, дно. Пуговка с двуглавым орлом. Следующий экспонат. Наверное, братья Бух. Далее кёнигсбергская пломба. Выпала вот такая маленькая.
Всякая мелочь попадается, ребят. Также иду по откосу канавы. Вот верховая монета. Смотрите. Опа, десятка. Белесая. Смотрите, ребят, какая пылища. Просто вот ехали, вроде и дорога, ничего. А сколько песка на бампере. Ужас. Мы подводим итоги. Я-то бы ходил еще и ходил, а ребята уже говорят: все, Павел, поехали отсюда, сил больше нет. А генерал сказал, он даже выкладывать свои находки не будет. Не буду. Так, ну смотрите, что получилось. Вот первая на сегодня у меня, можно сказать, была находка интересная. Пиплин — это населенный пункт, а это, ну, скорее всего, наверное, имя. К чему вот эта бирка большая такая, алюминиевая, имела отношение, даже не знаю. Поехали дальше. Вот такое серебришко сегодня попалось, 800-й пробы. Запонка. Жалко не две их, но все равно серебро, оно всегда приятно. Вот у меня вот две таких самых интересных для меня находки. Люблю со всякими населенными пунктами, там с названиями. Пошли по пуговицам. Ваша любимая корона, потом двуглавый орел, потом какая-то пуговица простая, казалось бы, а сзади надписи очень интересные. Вот еще одна пуговица. Кёнигсберг. М. Баршаль. Кёнигсберг. Пруссия. И пфениги разномастные, и даже двухкопеечник попался. Обычные пуговки, пломба и куча цветного металла всякого. Переходим к Антону. Антон нашел вот такую классную колбу от курительной трубки. К сожалению, чуть-чуть потеряны. Ну, такая прям вся глянцевая, вообще шикарная. Кусок золотого якоря, как водится. Скорее всего, современщина, потому что материал дюже легкий. Вот такая пряжечка восточно-прусская. Двухпфениговик. Борзый такой. Двухпфениговик. Генерал там поддакивает. Гильза. И тоже еще цветняшки всякие. Тут еще труба, кстати, вот такая. Медная или это латунная, непонятно. И Эдуарду передаем, подписчику. Друзья, еще хотел похвастаться. За это отдельное спасибо Петру, подписчику. Вот такой презент мне подогнал. Потому что постоянно мы ездим, что-то там кушаем, так или иначе. А у меня нету никогда приспособ для питания. Я перебиваюсь какими-то палками там и так далее. Такая вот фирма Река. И вот такой вот пищевой мультитул. Опа. Смотрите, ложка, вилка, ножики, открывашка. Еще не пробовал питаться им. Антон все обещает, говорит, приготовлю вам мясные эти. Скоро день рождения. Будем жарить, парень. Вот. Так что спасибо большое. Петр, спасибо большое за подгон. Буду пользоваться. Ну а мы будем собираться домой, друзья. Потихонечку. Чуть-чуть побегали сегодня, подышали. Пылища такая, вообще кошмар. Всем спасибо за просмотр. Выезжаем в сторону Чепуречной. Речушка течет. А вот тут вот опора моста. Тут и пристань была когда-то. Немцы лес сплавляли по этой речке. Рыбы здесь немерено.
Ну вот, кстати, вот головлей сегодняшних вы видели чуть выше, чуть раньше в видео. Это вот притоки с этой речки вправо-влево на поля отходят. Ой, там кто-то рыболов-копатель, что ли, написал, непонятно. Вообще колоритно. Ну и на этой позитивной ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо всем за просмотр. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите видео, которые были выпущены ранее. А мы отправляемся домой. До новых встреч!